Всем привет, меня зовут Маша Хейла, это мой YouTube канал о вязании крючком, и сегодня будет супер-мега крутое видео с кучей идей для вязания, и сразу же в описании я прилагаю все ссылочки на все эти видео, поэтому заходите на здоровье, вяжите, вдохновляйтесь вместе со мной, не переключайтесь. Начинаем! Конечно же, по большей части я подобрала мастер-классы для летних изделий. Однако начинаю я свое видео именно с вещей более утепленных, потому что совсем недавно я отправилась в крутую поездку по городам России. И что? Мне было очень-очень холодно. Я надеялась, что я все свои прекрасные топы выгуляю на фотку, на фоне всех достопримечательностей, но нет, я ходила в толстовке, в куртках, в футболках, короче. Я решила, что я включу в свою летнюю коллекцию побольше изделий с длинным рукавом, поэтому я начинаю сегодняшнее видео именно с таких изделий. Итак, первый кардиган — это, конечно же, мой любимый, который я сама уже вязала еще в прошлом году. Связан он с техникой поперечного вязания. Я вязала его из фибра натура папирус. Очень-очень приятный материал, хлопок, шелк, безумно воздушное, гладкое изделие получается, но при этом теплое. То есть в жару я его носить не могу, я его надеваю реально, когда холодно, и даже зимой я его носила. Он связан с техникой поперечного вязания, поэтому очень важно, чтобы у вас рука была уже немного привыкшая к этой технике, то есть нужно следить, чтобы у вас плотность не изменялась по всей длине. Поэтому сначала я советую вам вязать топ в такой технике, я вам покажу дальше некоторые изделия. Вот. И когда вы немножко привыкнете, можете уже переступать к кардиганам. Получаются они очень практичные и классные. Следующий кардиган — это вот такой воздушный, интересный, с большими рукавами, как я люблю. Мне кажется, в нем будет очень-очень уютно, и можно будет, например, в нем пойти и куда-то в университет, и в офис, потому что он достаточно такой лаконичный, и, я думаю, подойдет к любому гардеробу. Можно использовать как яркие цвета, так и базовые оттенки, и он будет в любом исполнении хорошо смотреться. Следующий кардиган очень-очень необычный, интересный, такой уже более экспрессивный вариант. Связан он очень толстой шерстью, точнее из акрила, 30 метров на 50 грамм. Вы подумайте только, какая-то толстая пряжа, но однако из акрила кардиган получается легкий. Я думаю, на лето можно связать такое изделие. Кстати, если вы знаете какой-то довольно толстый акрил, но при этом приятный, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я пока что не могу найти для себя акрил в нужном мне качестве. Вот. Мне все время кажется, что он чересчур синтетический. Но если я найду, я с удовольствием свяжу подобное изделие. Мне кажется, оно будет очень эффектно смотреться. Следующий топ просто изумительный, подойдет для всех, кто хочет подчеркнуть фигуру. Я его уже показывала в одном из своих видео, очень хочу связать на это лето. Возможно, я свяжу его в комбинации из разных цветов, чтобы он был максимально ярким, привлекающим внимание. Мне он очень нравится, и как раз на прохладный летний вечер подойдет просто отлично. Следующая меховушечка — это просто бомба, супер бомба. Я влюбилась в это изделие, я не представляю, сколько времени уйдет на то, чтобы изготовить его. Но учитывая то, что в следующем сезоне осень-зима максимально будут популярны короткие шубы из искусственного меха, мне кажется, вот такую шерстяную шубку можно связать в любом цвете, и я думаю, что она подойдет как для какой-то, возможно, южной зимы, так и для нашего конца октября-ноября. Вполне отлично, для средней полосы. Следующий свитер очень классный, я его хочу связать. Хотела связать еще прошлой осенью, но так и не нашла нужную пряжу. Я скачала мастер-класс, точнее, я даже покупала мастер-класс, но потом нашла бесплатно похожий. И мне кажется, такой свитер пригодится в любом гардеробе. Единственное, нужно найти хорошую пряжу, которая будет не колоться, которая будет достаточно легкая. То есть это шерсть акрил 50 на 50.
И я ищу для себя ту пряжу, которая будет чувствоваться при этом максимально натуральной. Еще я хочу, чтобы оттенок был для меня идеальный, какой-то базовый. Короче, для меня это сейчас задачка номер один — найти нужную пряжу и связать свитер, который я буду носить постоянно. Я хочу связать себе идеальный свитер и для лета, и для зимы. И так как это будет шерсть акрил 50 на 50, я думаю, он будет достаточно, как это сказать, терморегуляционный, что и в нем и летом будет не сильно жарко, и зимой не холодно. Короче, хочу создать такую универсальную вещь. Дальше безумно красивый кардиганчик. Мне кажется, это хлопок, акрил, возможно. Вот эти кардиганчики мне очень нравятся, они мне всегда ассоциируются с максимально чем-то милым, воздушным. Можно туда пришить какие-то облачка, ромашки, вишенки. Я думаю, это до сих пор достаточно актуальные изделия, потому что я лично, вот как-то у нас так в Москве даже до сих пор еще такие не встречала, хотя постоянно они везде мелькают, на Pinterest, еще где-то там в Инстаграме, но вживую я ни разу так и не видела. Поэтому, девчонки, давайте свяжем на это лето веселые кардиганчики и будем выгуливать и привлекать внимание своими handmade изделиями. Следующее изделие — это вот такая сеточка, балерошечка, как мы раньше это называли. Мне лично очень нравятся сетки, я обожаю этот тренд. Это, более того, это макро-тренд, он будет с нами еще долго, поэтому даже не думайте, что вот они сейчас у всех, зачем вязать, скоро мода на них пройдет. Нет, мода на это еще будет долго. Я узнавала. Короче, давайте вязать. Кстати, я уже вязала одну сеточку такую, но у меня это было, знаете, такие рукава реглан, длинная. Вот, а сейчас мне хочется просто связать что-то, чтобы прикрывало плечи. Вот, и, наверное, я свяжу что-то беленькое, молочное, вот прям как здесь, вот такое же и свяжу. Потому что сетка, вот, которую я связала первый раз, она у меня в цвете морской волны. Мне нужно что-то более базовое. Джемпер с вытянутыми петлями. Мне очень нравится это изделие. Я еще не пробовала их вязать, но мне кажется, это очень-очень круто. Сейчас полно таких мастер-классов, и платных, и бесплатных. Поэтому, я думаю, стоит попробовать. Смотрится очень эффектно, что можно надеть вниз. Конечно же, любую маечку, любую футболку, неважно что. И мне очень нравится, как смотрится какая-то контрастная поддевка. Например, вот здесь девушка надела что-то темное, по-моему. Просто мне сейчас плохо видно. Тоже очень крутое изделие, и можно связать легко, трансформировать под себя, и рукава можно сделать пошире, поуже. И вообще можно для начала маечку попробовать связать. Короче, классное изделие, эффектное. Ставлю лайк такому. Если вы уже навязались этих сеток, я советую вам, к вашему вниманию, вот этот мастер-класс. Обязательно откройте, посмотрите. Это необычная сетка, узор нетипичный. И для тех, кто уже находится на более высоком уровне вязания и хочет вязать что-то поинтереснее, понеобычнее, не такое, как у всех, менее попсовое, вот присмотритесь к этому узорчику. Он достаточно понятный, простой, но смотрится уже совсем по-другому и поинтереснее. Вот, советую посмотреть. И следующее — это жилеточка Wednesday. Я, признаюсь честно, обожаю этот сериал, я очень хочу его пересмотреть во второй раз. Первый раз мы смотрели с мужем, и я, знаете, так как-то сумбурно просмотрела все по телевизору, но сейчас мне хочется вот прям просмаковать, я уже представляю, как буду вязать, смотреть на компе. Хочу прямо останавливать, скринить себе какие-то луки, образы. Мне кажется, это очень-очень интересный, стильный сериал с кучей идей для вдохновения. И вот перед нами одна из них, такая жилеточка. Можно носить куда угодно, абсолютно такая классическая базовая вещь, но для тех, кто знает, тот поймет, кому отсылочка. Сразу скажу, что мастер-класс не очень подробный, но, в принципе, несложный, и можно догадаться, как все вяжется.
Дальше перейдем к топам. И, конечно же, начнем с моих мастер-классов, которые, возможно, вы еще не видели. Итак, первый топ — это вот такой базовый, простой, подойдет для всех, кто еще пока мало вязал, очень подробный, и у него есть прекрасная спинка с корсетиком, поэтому сядет на любую фигуру, можно связать коротенький, подлиннее. Я люблю его носить под рубашку или под мою кофту-сетку, он отлично дополняет ее. В общем, у меня таких топа 3, я их ношу постоянно. И даже вот этот розовый топ, который посередине, я носила в лес, и меня потом укусил клещ. Вот, но это другая история. Дальше переходим к радужному топу. Он из моей летней коллекции, так скажем. То есть там у меня различные оттенки, я их комбинирую, и все это такое яркое, цветастое, и вот поэтому я и решила, что это будет моя летняя коллекция. Можете посмотреть видео. Так, продолжаем о топе. Он связан с техникой поперечного вязания, как раз пригодится для тех, кто еще ни разу не вязал. Можете попробовать, заодно поэкспериментировать с цветами, можно его одноцветным связать, или можете сделать вот такими разными цветовыми блоками, как я. И как раз я показываю, как можно аккуратно смешивать цвета, чтобы у вас вот все там цвет к цвету, ничего не вылезало, все было максимально аккуратно и продумано. А теперь к вашему вниманию вот этот топ, на него тоже есть мастер-класс, да, я его сделала, наконец-то. Вяжется он довольно-таки несложно. То есть мы вяжем отдельно чашечки, отдельно провязываем поперечными рядами вот это полотно. И дальше у меня на бусте представлен мастер-класс отдельный на вот эти рукава за 100 рублей. Можете тоже приобрести. И у меня мой топ представлен в размере М. Или даже, может быть, если вы возьмете пряжу потолще, то, возможно, и на L подойдет. И то есть вы можете вязать с таким же количеством петель и рядов. Я думаю, вполне налезет на L. Но также у меня есть альтернатива для этого мастер-класса. Вот, очень похожий топ, но однако у него есть такая небольшая изюминка, разрезик между чашечек. Мне кажется, он очень интересный. Это изделие в этом мастер-классе связано в размере XS, поэтому, девчонки, можете прям смело брать эти расчеты, эту пряжу и вязать такой топ. Я вязала по этому мастер-классу изделия для своей заказчицы, и мы использовали более плотную пряжу для поддержки груди Сим Хавайи. Она очень-очень блестящая, яркая, сочная, отлично подходит для каких-то жарких стран. Вот, собственно говоря, фотография, я вам ее покажу. Но я немножко топ трансформировала, точнее, спинку переделала, и у меня там есть корсетная спинка для того, чтобы сформировать узкую талию. Вообще, если у вас есть большой перепад между грудью и талией, я советую всегда добавлять корсет. И если вам не хочется открывать спинку, вы всегда можете сделать вот максимально плотную завязку или широкие лямки, и тогда вообще практически обнаженной спины видно не будет. Следующий топ более базовый, с английской проймой, я ее обожаю. Мне кажется, это универсальный вариант для прогулок, для того, чтобы пойти куда-то на работу, на учебу. Отличный вариант для лета. Можно связать молочный, черный, бежевый такой топ. Будет очень элегантно смотреться. Я, наверное, свяжу, но уже в следующем году, потому что сейчас у меня слишком много планов, но я обожаю именно такие горловины, смотрится здорово и элегантно. Следующая футболочка Пола. Я уже ее показывала в одном из своих прошлых видео, и на нее просили мастер-класс. Вот кто-то из девчонок нашел, поэтому я вам прилагаю его сюда. Очень-очень круто смотрится, и я не буду много говорить об этом изделии, потому что я уже в одном из своих прошлых видео спела оду просто такой красоте. Можете перейти по ссылочке и посмотреть другое мое видео, где я рассказываю об идеях,
для вязания в стилистике ретро. Дальше идет вот такая же ленточка в актуальных мотивах. Сейчас очень многие используют этот узор. И чем мне понравилось это исполнение, как всегда, тут торчат ниточки, добавляют гранжевости. Сразу же чувствуется, что это handmade. Короче, девчонки, выглядит реально классно, и я вам советую поэкспериментировать и какие-нибудь изделия именно так вязать. Смотрится такой лук очень свободно, молодежному, да, я уже как бабулька говорю. Короче, мне мастер-класс очень понравился. Дальше у нас идет максимально простой топ, верхушечка у него связана обычным вязанием, внизу в районе талии у нас поперечное вязание, за счет этого фигура подчеркивается. Классный мастер-класс. Также, если вам пока нужны более легкие какие-то видео, посмотрите этот туториал, научитесь заодно поперечному вязанию, оно всегда пригодится, открывает вам новые возможности. Короче, классный и эффектный топ, на мой взгляд. Дальше посмотрите, какой милый топ в стиле бохо. Вот это прекрасная бахрома. При этом видно, что вяжется он из квадратов, максимально легко. Связали несколько штук, присоединили, сделали бахрому, лямочки, и все готово. Мне кажется, он будет классно смотреться вот в такой какой-то гамме, для того, чтобы все было такое натуральненькое, или можно какой-то сделать хаки с коричневым. Думаю, идеально подойдет для отдыха, но также и в городе, в жару, я думаю, вполне можно такое носить. Как раз таки тот самый вариант, когда не обязательно нужен топ, чтобы он был коротким, чтобы круто смотрелось, наоборот. Я думаю, вот то, что он свободный такой, длинненький, я думаю, это создает некий шарм. Дальше поговорим о сумочках. Эта сумочка, как я ее назвала, в корейском стиле. Вязала я ее не из шнурочка, как может показаться, а, знаете, такого, я бы сказала, больше канатика. За счет этого смотрится сумочка более натурально. И я использовала для своей заказчицы в двух цветах комбинацию. Цвета выбирала заказчица для того, чтобы максимально вписать сумочку в свой гардероб, сделать ее универсальной. Зеленый, синий цвет. И для себя я делала более маленькую сумочку, салатовую. Я для нее даже никакой застежки не делала, вообще ничего. А вот в эту, которая побольше, я сделала еще обычный мешочек на пуговичках. Сделала одну пуговицу большую посередине, где-то диаметром сантиметра 3, для того, чтобы не волновался человек, что у него там что-то может выпасть. Я придумала, как сделать вот такую ручку, для того, чтобы она держала форму. Это тоже была просьба моей заказчицы, что она вот такая тверденькая, и еще у нее при этом есть длинный ремешок. Следующая сумочка тоже корейская, я вообще на них помешалась. Мне кажется, абсолютно нет никакой проблемы в том, чтобы смотреть видео на других языках, даже если это не английский, а какой-то сложный, вот, например, корейский. В принципе, все понятно, не бойтесь. Вы со временем наловчитесь и разберетесь смотреть даже такие видео. И я задалась целью найти пряжу, которая подойдет, и, возможно, я ее даже уже нашла. Мне кажется, подойдет с Альтера. Знаете, такой шнурочек есть. И вообще единственная пряжа, вот такая вот толстая, у которой большой выбор оттенков и который можно заказать. Потому что, когда я последний раз начала вязать сумку, я вообще столкнулась с такой проблемой, что все позаканчивалось. А вот этих с Альтера все в наличии имеется, поэтому можно заказывать. Это наш российский бренд. И я думаю, стоит из нее попробовать связать в эту малышку. Мне кажется, отлично подойдет с каким-то платьем, с юбочкой. Вообще классная вещь. Что туда можно кинуть? Расческу, телефон, карточки. Что нам еще нужно? Блеск для губ. Но для тех, кто хочет с собой таскать много всего, ноутбук, большой баллон воды, вещи, что угодно. Я вот хочу вам показать вот такую сумочку. Я такую связала для своей заказчицы, поэтому мастер-класс. Но я немножко ее усовершенствовала на свой вкус. В принципе, я сейчас все мастер-классы, которые я вяжу, я их переделываю под себя.
Допустим, здесь я вязала немножко по-другому край, как мне больше нравится. И я, наверное, на своем канале на Бусти поделюсь, ну, сделаю такую маленькую заметку о том, как я эту сумку вязала, для того, чтобы быстрее и легче связать. И если вас эта сумка интересует, напишите мне, пожалуйста, и я обязательно поделюсь на своем канале. Это будет бесплатный пост. Но в целом, как эта сумка смотрится, очень благородно, эффектно. И я подобрала именно ту пряжу, которая максимально раскрывает это изделие. Мне очень хочется связать такое изделие и для себя теперь. Каждый раз, когда я вижу свою подругу с этой сумочкой, я думаю, боже, мне нужна такая же. Вяжется просто, единственное, что вам нужно, это вот много большой пряжи и огромный крючок. Все. Можете заранее на меня подписаться и написать мне здесь в комментариях, что вот, Маша, я хочу вязать эту сумочку, из чего ты вязала, как, и я вам все напишу. Дальше идет вот такая красоточка-милашечка. Я ее встречала везде уже на Pinterest. Мне кажется, это самая милая вещь, которую я встречала. Можно экспериментировать с цветовой гаммой, можно делать шнурочек из жемчуга, из ленточек, из чего угодно. Мне очень-очень нравится. И я вот увидела в инстаграме девушку Марфу с прекрасными изделиями. Мне понравилась у нее вот эта сумочка. Я бы хотела такое связать, наверное, свяжу. Очень классно, изделие нетипичное и, как я люблю, добавляет нежности и романтичности. Так, ну и следующая сумочка. Я не знаю, я боялась ее показывать вам, конечно же. Вы, наверное, подумаете, что я совсем того, но я обожаю вот такие вещички. Они просто у меня вызывают слезки умиления. Боже, как прекрасен этот миленький рюкзачок. Мне он так понравился. И смотрите, как можно его выполнить, чтобы он не смотрелся таким детским. Просто держитесь какой-то одной цветовой гаммы. Здесь, например, вот видим розовый, голубой, белые кружавчики такие. Смотрите, можно использовать просто вот какую-то такую вафельно-песочную гамму, убрать вишенки или наоборот оставить одни вишенки. И вот такая прелесть у вас получится. Мне очень нравится, не знаю. Пишите в комментариях, как вы относитесь к таким вот полудетским вещичкам. Дальше у нас пойдет небольшая вставочка пляжной моды. Итак, здесь мастер-класс на топ, на чашечки-звездочки. Мне кажется, смотрится очень круто, но единственное, надо будет поэкспериментировать с пряжей, с шириной вот этих лучей. Звезды же лучи, да, по-моему, как эти называются, конечности. Мне кажется, надо вот эти вот лучи сделать максимально узенькими, еще уже, чем здесь. И мне кажется, будет максимально круто. Возможно, мне очень удобно в этом плавать. Я сама люблю максимально закрытые купальники. Но для фотосессии, я думаю, можно связать. Если вы хотите себе самые горячие фотки, то вот такие звездочки отлично подойдут. И еще я искала очень долго мастер-класс на какие-то более-менее вменяемые трусики для купания. Мне понравилась вот эта модель. И она выглядит вполне себе носибельной. Мне кажется, можно по этому туториалу пробовать связать мастер-класс. Если у вас получится, обязательно напишите в комментариях, потому что я бы хотела себе что-то такое попробовать сделать. Дальше переходим к платьям. Платьев вообще на ютубе очень-очень мало, особенно каких-то модных и интересных, поэтому покажу вам то, что нашла я. Итак, первое видео — это, конечно же, платье в стиле Рианны. Оно не очень подробное, но покажет вам примерный путь, да, по которому можно последовать и связать себе такое же эффектное звездное платье. И следующее платье очень необычно, не удивляйтесь. Я нашла этот канал случайно на просторах Ютуба. Полностью канал посвящен ретро-вязанию. То есть девушка находит какие-то старые-старые журналы и вяжет по ним вот то, что носили раньше. И посмотрите, какое прекрасное нежное платьице вот есть. Оно называется Juliet Dress, отсылает нас к какому-то средневековью.
не знаю, Шекспиру. Очень красивое платье, поэтому если кто-то одевается вот в каком-то таком необычном стиле, мне кажется, вам стоит однозначно присмотреться к этому платью или взять на вооружение какие-то элементы. Например, смотрите, как это можно внедрить в свой гардероб. Можно связать кофточку, да. Например, можно сделать какой-то лаконичный вот этот сам топ, а рукава вот именно такие же шикарные, красивые, как здесь. Или можно попробовать связать какую-то отдельную юбку и, например, сделать ее такую двуслойную и использовать вот такие мотивы, как в этом туториале. Возможно, оно не для всех, но я не могла с вами не поделиться такой красотой. Вот просто зайдите на канал, посмотрите, как там все интересно, необычно и стилево. И следующий туториал — это вот такой вот комплектик. Кто не стесняется, можно носить на улице. Я бы связала себе такой для дома. Я вот, например, дома люблю носить короткие вещи, связала себе шорты и не нарадуюсь. И, возможно, я свяжу еще себе такую юбочку и буду ее дома носить. И я хочу связать себе такой костюмчик, наверное, какой-нибудь розовый, чтобы я такая была вся Барби-Барби, чтобы мне было весело и не скучно. Следующий туториал на шортики. Я такую форму обожаю, и тут достаточно похожие мастер-классы, но все равно отличаются, поэтому можете посмотреть, выбрать то, что понравится вам. И почему я такую модель люблю? Потому что в них максимально тоненькие ножки сразу становятся. И еще плюс они, конечно же, удобные и выглядят более, как мне кажется, приемлемыми для городской среды. То есть короткие, ну как бы вот объемчик он так нивелирует, да, вот эту вот длину мини. И тут даже вот называется в одном из мастер-классов lounge shorts. То есть максимально комфортные, удобные. Мне кажется, мне нужно такие связать, потому что вот, которые я связала, они такие облегающие. А тут прям вот эта вот форма, конструкция так и тянет меня. Дальше поговорим о головных уборах. И начнем мы, как ни странно, с шапочки. Да, потому что, к сожалению, в нашей погоде иногда даже и летом хочется надеть шапку. И вот по этому мастер-классу я училась вязать шапки. Он максимально подробный, понятный. Я люблю мастер-классы и в целом видео этой вязальщицы. Я их очень много посмотрела, подписана на нее. Я себе сделала шапку не с такой острой тыковкой, с более гладкой. Короче, там все понятно, как все моделировать. И отлично подойдет для тех, кто ни разу еще шапки не вязал. Так, дальше будут более летние варианты. Итак, такая вот повязочка. Простая, но очень-очень милая, женственная и классно смотрится, конечно, с удлиненной челкой, я думаю. Как раз сейчас очень много девушек такое носят, и я вот прям таки вижу, что максимально стильно и интересно это будет именно с такой прической вот смотреться. Дальше идет панамка. Я панамки особо не ношу, но, возможно, когда-нибудь я и попробую связать. Все-таки надо поэкспериментировать. Вот этот мастер-класс очень подробный. Все очень четко, понятно, пошагово. Поэтому, если вы хотите связать панамку, вот для вас как раз мастер-класс. Это знак, попробуйте. Пусть вам в голову ничего не напекает, никакое солнышко. И особенно если вы собираетесь на отдых, отличные варианты для аксессуара. И, кстати, даже если вы не носите панамки, их реально можно носить как аксессуар, как украшение, дополнение к вашему образу. Потому что все-таки, да, сказала я и вспомнила, что я не надела никаких браслетов, никаких кулончиков, ладно. Но всегда помните такое правило, что когда вы добавляете вот то, к чему цепляются глаза, а это именно не одежда, это очки, панамки, ну и так далее, все наши бижутерии, украшения, это все как раз таки делает ваш образ цельным, но при этом с определенными деталями и возможностью для самовыражения. Дальше идут вот такие косыночки, банданы. Мне очень нравится. Единственное, я не знаю, с чем я могла бы их надеть, у меня как-то ничего такого нет. Но девчонки, которые любят какие-то такие платья летящие, часто их носят,
Мне кажется, вот такие банданы отлично подойдут. Здесь они выполнены достаточно лаконично, но при этом с небольшим количеством ажурности. И, мне кажется, смотрится достаточно стильно, можно смело внедрять в любой гардероб. И, наконец, последнее, вы, наверное, не ожидаете этого, но это декор для дома. В последнее время я очень много уделяю внимания вообще тому, что меня окружает, потому что последний год я не работаю в офисе, я нахожусь дома по большей части, и мне хочется сделать ремонт, когда облагораживать место, в котором я нахожусь. Конечно же, мне хочется делать декор какой-то руками, но пока я еще, признаюсь, не решилась и ничего не сделала. Но нашла вот такие классные идейки, поэтому давайте посмотрим вместе. Итак, первое, это вот такая милая подушечка с пупырышками. Я обожаю что-то такое текстурное, то, что можно трогать, пощупать. Мне очень-очень нравится. Если у вас есть какие-то старые подушки из Икеи, из H&M, можно вот на них такие чехольчики как раз таки связать, и будет максимально красиво. Можно любой оттенок использовать. Летом это может быть что-то пастельное, осенью, наоборот, связать можно какое-то в цвете осени, какой-то терракотовый, бордовый, на зиму что-то зеленое или красное. Ну, тут у меня такие ассоциации. Короче, в принципе, классная идея взять что-то для дома. И вот чехольчик для подушки — отличный вариант. А дальше, если у вас какая-то такая более девичья комната есть своя, вы можете для нее вот такую милую подушечку связать. Мне очень нравится. Смотрится действительно необычно, мило. Думаю, сразу же будет такой акцент в комнате. Короче, классная вещь. И только посмотрите, какие милые растения можно связать. Кстати, я вот только сейчас подумала, что это можно использовать на балконе. Или если у вас дом за городом, где-то вот на террасе, на веранде, на мансарде. И как раз таки не будет страшно ни жара, ни дождь такому растению. И не нужно его поливать, но смотрится максимально натурально. Конечно, можно сказать, что это пылесборник, но всегда можно постирать, и только посмотрите, как это все-таки красиво, интересно выглядит. Мне очень нравится. И если, например, у вас комната в стиле бохо, тоже можно такое использовать в сочетании с какими-то макраме, вообще классно. И, кстати, про макраме. Последнее — это вот такие панно интересные. Конечно, они легко вяжутся, но сразу возникает вопрос, как это все закрепить, прикрепить, сочетать. В видео все подробно показано. Я думаю, даже если вы плохо английским владеете, все равно будет понятно. Посмотрите обязательно, можете вдохновиться, и, возможно, я себе такие в коридор даже свяжу. Мне прям зашло, вообще классная идея. Ну и на этом все. Смотрите, кто ко мне пришел уже, кому надоело одному сидеть. Обязательно пишите в комментариях, как вам понравился такой формат, что вы возьмете на заметку, что будете вязать первым делом. И обязательно добавляйте меня в друзья, будем вместе общаться, делиться идеями и вдохновляться. Всем пока!